Друзья, всем здравствуйте, добрый вечер. Добро пожаловать на Render Camp. Меня зовут Данил, фамилия моя Нагаец. Надеюсь, меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, об этом плюсы. И давайте начинать. Замечательно, здрасте, рад вас приветствовать. Сегодня наша тема предметная визуализация. Год назад, чуть меньше, чем год назад, мы проводили уже такой вебинар. 31 августа, если я не ошибаюсь. К сожалению, запись эта сгорела, и целый год мы ждали удачного момента, чтобы провести дубликат этого вебинара, вернее не дубликат, а еще раз провести, расширить его и так далее. И вот сегодня, собственно говоря, такой день. Я думаю, что это очень круто, так как мы закроем достаточно большой вопрос. Вот. Сразу скажу, что тема эта довольно-таки несложная, но нюансная. За последние 2 года я выполнил достаточно большое количество проектов по визуализации разных предметов, мебели, декора и так далее. Какие-то коммерческие, какие-то не очень. И накопил определенное количество информации, которой я хочу с вами поделиться. Должен сказать, что кроме визуализации я сходил на некоторое количество курсов по фотографии. Вот. И фотографировал еду, фотографировал всякие там предметы, горшочки там и так далее, где меня учили непосредственно фотографии, то есть как это происходит на самом деле. После этого я пересмотрел достаточно большое количество постулатов, которые были у меня в голове, совершенно по-другому начал чувствовать камеру, чувствовать настройки, свет и так далее. Соответственно, об этом я вам сегодня и расскажу. Но начну прямо сейчас немножко с другого. Сейчас я начну показывать свой экран. Вот. Надеюсь, он будет вам сейчас виден буквально через секундочку. И начать я хочу с одной важной затеи. Такое объявление, не объявление, понятия не имею, как это правильно сказать, но примерно 8 минут назад на сайте RenderCamp появилась совершенно новая функция, которой не было доселе, и я очень, честно говоря, долго ждал, чтобы она появилась. Это потому, что это действительно новая веха вообще развития нашего сайта и обучения, образования. Я не знаю, как это все правильно вот одним словом назвать. В общем, здесь появилось такое меню, называется Render Help. Вот. Здесь я или любой другой компетентный человек может отвечать на ваши вопросы. Соответственно, вы можете задавать вопросы. Для того, чтобы задать вопрос, вам нужно нажать клавишу «Задать вопрос». Вот. Здесь было бы здорово, чтобы вы прочитали какие-то там условия, не условия, советы по этим вопросам. И, соответственно, задали ваш вопрос, который вас интересует. Ранее у нас была такая функция, я думаю, вы знаете, и многие из вас этим пользовались, отправить вопрос мне. Но в чем была проблема? Этот вопрос уходил лично мне на почту, и абсолютно нигде не дублировался. Теперь же у вас появится возможность задавать этот вопрос полнофункционально, добавлять картинки, добавлять комментарии к этим вопросам, собственно говоря, и так далее. Сейчас этот функционал достаточно такой простой, скажем так, но мы будем обязательно работать над расширением функционала, добавлять возможности, функции и так далее. Вот. Как вы видите, здесь вы можете непосредственно задать вопрос. Вот я уже на некоторые успел ответить, добавить картинку и так далее. Напомню, вы точно так же можете отвечать на вопросы, если вы знаете точно ответ на этот вопрос,
вы можете также отвечать. В скором времени, буквально через, может быть, несколько дней, а может быть и завтра уже появится также возможность комментировать вопросы. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не как в обычных форумах разводилась достаточно долгая переписка, а к каждому ответу прикреплялись комментарии. Возможно, дополнения, возможно, какие-то там плюсы, бонусы и так далее. Вот. Впоследствии мы еще допилим к этому функционалу также возможность плюсовать, минусовать, ставить рейтинги и так далее. По результатам этих рейтингов мы будем выбирать более успешных отвечателей, не знаю, как это правильно, у которых будет появляться более обширный функционал на этом сайте, и за эти рейтинги можно будет также получать разные бонусы. Возможно, мы будем приглашать к себе на работу тех ребят, у которых будет такое желание, необходимость и соответствующий левел. Собственно говоря, вот. Так что, друзья, добавляйтесь, пожалуйста. Да, также вы сможете копировать эти вопросы, отправлять куда-то там, обмениваться этими ответами. Ну и, соответственно, они будут появляться в поисковике. Вот. Что тоже, конечно же, очень здорово, поскольку это совершенно открытая, бесплатная штуковина, где вы сможете задать самый любой вопрос. Единственный нюанс, чтобы он был релевантен. То есть вопрос наподобие «как сделать красиво» или «почему 3D Max не Maya», или еще какой-нибудь подобный вопрос будет просто удаляться по причине отсутствие необходимости в таком вопросе. Я думаю, что первое время у нас будет достаточно жесткая модерация, поскольку сайт преследует достаточно большое количество ботов, и я уверен, что рано или поздно появятся всякие там не очень комфортные вопросы. Я их буду, конечно же, удалять, но впоследствии я думаю, что мы придем к какому-то консенсусу. Вот. Собственно говоря, все. Я думаю, что если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Я думаю, что этой информации достаточно, и мы с вами можем переходить в 3D Max и заниматься предметным визом. Вот. Визить мы будем достаточно простой объект. Я выбрал кресло, оно симпатичное, несложное, и на его примере мы проведем две основных схемы освещения, даже нет, три, наверное, основных схемы освещения. Плюс я дополнительно расскажу, как создавать предметную визуализацию без фона, то есть чтобы у нас получался активный альфа-канал, но при этом мы сохраняли тени. Это еще одна очень важная штуковина, важная она если вы создаете визуализацию для каких-то журналов или интернет-изданий, где вам важен именно белый, то есть 255, 255, 250 по RGB, фон, который вы сможете использовать при печати или что-нибудь подобное. Окей. Поехали. Первое, что мы с вами сделаем, это импортируем сюда кресло. Давайте это сделаем. Вот у меня есть Armchair. Это просто готовая моделька, если не ошибаюсь, с какого-то из сайтов. То есть сами мы ее не моделили. Но это не имеет никакого значения. Вот такое вот кресло, весьма ничем не сложное и так далее. Я его сгруппирую. И давайте top, front, left. И расположу куда-то поближе к нулю координат. Давайте 0, 0, вот так. И разверну фронтально. Вот так вот. Чтобы было с ним удобнее работать. Как вы понимаете, для любого предметного виза нам понадобится какой-то бэкграунд. Самый простой вариант создать бэкграунд — это сделать вот такой вот plane. Размер я беру в зависимости от модели, но в данном случае, я думаю, 10 на 10 метров будет то, что нужно. Слишком большое количество геометрии не требуется. Вот. Создал 10 на 10 метров, расположил в нуле координат и перевел в editable поле. Возьму одно ребро, сделаю луп и добавлю здесь вот так вот
такую геометрию. Давайте выберу вот эти ребра, здесь дам пару элементов коннекта, луп и чамфер. Сделаю вот такую вот фасочку. То есть сымитирую какую-то фотостудию, в которой будет происходить фотография этого кресла. Сделаю weld вертексом. Вот. И этого будет достаточно. Окей. Выглядит замечательно. И давайте кладем сюда серый материал. Вот. Вообще глобально, наверное, лучше использовать не серый, а белый. Белым мы используем материал со значением value 180. Вот. Собственно говоря, все. Итак, с настройками здесь будет совсем просто. Вот. И теперь приступим к работе с камерой. Я вот вижу комментарии по поводу можно было сплайном, но пришлось бы инвертировать нормали. Вернее, проверять их, если в неправильную сторону, то инвертировать. А я не хочу этим заниматься. Окей, поехали дальше. Выбираем стандартную камеру, physical камеру и растягиваем ее вот подобным образом. Вот. Выставляем ее. Например, чуть-чуть вот повыше сделаем, фронтально. Окей. И первая штуковина. Я очень сильно удивился, когда пошел первый раз на занятие по предметной съемке. Я думал, что мы сейчас начнем снимать на какие-то от 50 и меньше миллиметров объективы. Я очень удивился, но впоследствии мне объяснили, и я понял, почему так правильно. Предметная съемка осуществляется в основном на объективы 85-120 миллиметров. Вот. То есть это довольно-таки узкий угол обзора, который достаточно резко работает с перспективой, вот вы видите, да? Но, тем не менее, этот параметр имеет место быть, он релевантен, и, вы знаете, я даже знаю почему. Вот. Окей, этого достаточно. Далее, мне рассказали такую хитрость, опять же таки, это касается и фотографий, и мы будем это использовать в визуализации. Параметр Shutter Speed. Я никогда об этом не задумывался, но тем не менее мне рекомендовали выставлять параметр Shutter Speed эквивалентный 2 кратам значения фокусного расстояния. То есть в нашем случае это 170 миллиметров, вернее, shutter speed 170. Это для того, чтобы фотография была резкой. Вот. Но значение shutter speed в большинстве стандартных объективов вы такое не найдете. Скорее всего, это будет значение 160. В общем, такое значение я и поставлю. Вот. И значение ISO мы с вами будем выставлять ровно как в фотографии, так и в предметном визе от 100 до 400. В данном случае я поставлю 400, то есть самый чувствительный из данного диапазона вариант, и с ним буду работать. Окей. В принципе, это все настройки, которые я буду использовать. Единственное, что я буду менять, это focal length в зависимости от кадра. Вот. Следующий параметр, который я сразу поменяю, это параметр соотношение сторон вашего будущего рендера. Нам нужно понимать, что если мы будем ставить, нажмем Shift-F, чтобы рамку видеть, нам нужно понимать, что если у нас объект, например, вот давайте возьмем 100 на 100, квадратный вид, так, что у нас с камерой, куда-то она отлетела чуть-чуть, окей, давайте придвинем опять. Параметры отменились, но ничего страшного, я сделаю заново. Окей. Вот так. Realistic сменю на Shaded. Вот. И так, вот у нас квадратные пропорции рендера. Это максимально неэффективные пропорции для
при подношении практически любой информации. Вообще изначально для предметного виза нужно понимать, для чего вы это рендерите. Например, если это рендер в журнал, то нужно спросить, а будут ли какие-то надписи. Условно говоря, если будет надпись сверху или подпись снизу, вы должны учитывать это композиционно и, соответственно, составлять под это ракурс. Вот. Если это будет, условно говоря, журнальный разворот, то мы должны понимать, что у нас будет какое-то вот такое соотношение, да, вы можете высчитать по пропорциям кадра, ну и, соответственно, выставлять ракурс какой-то вот такой, то есть здесь у нас будет излом журнала и справа у нас будет текст. Вот. Если это будет одна страница, то, соответственно, у нас будет как-то вот так, ну, наверное, чуть меньше, вернее, чуть больше, но суть примерно та же. Вот. Вы будете выставлять примерно вот такой вот ракурс. Мне достаточно нравится такое соотношение, можно поставить еще чуть-чуть повыше. Вот очень аккуратно выглядит это соотношение сторон. И в чем еще бонус, вертикально растянутые ракурсы всегда визуально утончают, делают более таким вот утонченным, возвышенным объект, который мы рисуем, визуализируем, фотографируем, не имеет значения. Вот. Горизонтальные ракурсы всегда его растягивают, то есть делают более широким визуально. Окей, я зафиксирую эту настройку, ну и, наверное, поставлю здесь где-то, пускай 500 на 625. Вот. Мы будем делать какие-то тестовые рендеры, нам этого будет достаточно. Как вы заметили, я ни в какие параметры не лез и ничего не меняю. И менять, заметьте, не буду. Окей. Далее мы с вами заходим в настройки источников света и выбираем V-Ray. Выбираем V-Ray Light и создаем какой-то источник света размером, примерно половинного значения. Начнем с 700 на 700. Вот. Опять же таки, значение вот этих источников света лучше выбирать примерно такие, какие могут быть в реальном мире софтбоксы. Давайте посмотрим, что такое софтбокс. Это из фотографии вот такие вот штуковины, которыми подсвечивается практически в любой студии любой объект. Да, еще один важный постулат, который я вынес для себя. В студиях никто никогда... есть определенное течение, но это нишевая затея. То есть я имею в виду, регулярная фотография никогда не делается при естественном освещении. При этом искусственное освещение всегда старается смоделировать естественное освещение. То есть мы стараемся искусственным светом сделать естественный свет. Благодаря этому мы этой разницы когнитивных таких несостыковок будем получать именно тот эффект, который мы бы получили при фотографии этого объекта в студии. Окей, и я тащу этот источник света не слишком далеко, на расстоянии примерно около 2-3 метров. Я должен сказать, что реальная вспышка или софтбокс будет на самом деле стоять намного ближе. Он будет стоять на расстоянии от полуметра до 1,5 метров. Так как у нас это делается для того, чтобы разница между щелчком на фотоаппарате и скоростью света действительно срабатывала, и вы фотографировали освещенный вспышкой объект, а не просто кусочек какого-то света. Очень часто бывает такое, что если неправильно настроенный софтбокс, то вы получите, например, пол картинки освещенной, пол картинки будет в тени. Это из-за скорости открытия матрицы фотоаппарата. Окей. Далее мы делаем хитрость. Сейчас очень важная затея, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Мы берем pivot point и перемещаем его в центр объекта. Вот. Для чего я это делаю? Чтобы при вращении источника света он всегда был направлен на
наше кресло. Окей. Далее, что я сделаю? Я поставлю ему сразу галку Invisible, потому что я буду тиражировать эти источники света и во всех их отключать, включать Invisible. Далее, есть несколько схем построения света. Как правило, самая классическая, самая часто распространенная как в фуд-фотографии, так и в мебельной фотографии, да и, собственно говоря, любой предметке, это когда у вас здесь стоит основной источник света, и напротив него у вас стоит, вот вечно забываю это слово, если кто-нибудь знает, напомните мне, пожалуйста, отражатель, в общем. Вот здесь ставят такой круглый, квадратный или белый отражатель. Для чего это делают? Для того, чтобы тени на объекте не были слишком жесткими. Нам непосредственно отражатель не нужен, мы не хотим себе усложнять жизнь. Мы будем ставить сюда другой источник света с намного более меньшим значением мультиплеера. Дефлектор. Подсказывают мне, да, возможно и дефлектор, у меня какое-то в памяти другое слово, но не суть важно, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Окей, сделаем так. Пока я отключу все эти штуковины, и смотрите, что мы будем делать сейчас с вами. Я немножко схитрю, и давайте, в принципе, могу сделать тестовый рендер, самый первый, посмотреть, чего у нас здесь происходит. Вы должны помнить, что при построении какой-то предметной фотографии, визуализации, вы всегда будете моделировать свет. То есть не просто создавать, что попало, а смотреть, как конкретно на этом объекте свет выглядит максимально эффектно. Вот что у нас получилось здесь. Мы с этим будем работать. Окей, давайте дальше. Что мы можем еще сделать? Мы можем зайти в настройки рендера и вместо Production Rendering выбрать Active Shade Mode. Здесь нам нужно также выставить соотношение сторон. Давайте те же 500 на 625. Зафиксируем это значение и поставим вот здесь замочек, чтобы рендер всегда считался именно из физической камеры, а не какие другие бы то ни было другие ракурсы. Окей. И выберем, например, окно проекции Left или Front, в зависимости от чего у вас. Войдем в камеру, сделаем вот такую затею. И теперь правой кнопкой, нажав на Physical Camera, выбираем Extended Viewports и выбираем Active Shade. Это меню мы можем закрыть. И теперь в этом viewport будет отображаться Active Shade того, что мы рендерим во viewport. Видим из камеры. Теперь мы можем менять, вращать камеру, и в этом viewport мы всегда будем видеть, что здесь происходит. Очень удобная затея, намного удобнее, чем, тем более если у вас один экран, намного удобнее, чем рендерить в отдельном экране. У меня два монитора, я обычно рендер растягиваю на весь второй экран, но в формате вебинара это не очень удобно. Окей, далее. Вы видите, что здесь появляются такие зеленые, иногда красные надписи, это ошибки и так далее. Нам они мешают. Иногда они заполняют почти все окно и начинают нам надоедать. Для того, чтобы их отключить, нам нужно зайти в меню V-Ray RT и отжать эти две галки. Одна из них отвечает за красные ошибки, другие за зеленые предупреждения. В любом случае у нас их больше не будет, и это очень хорошо, очень удобно. Окей. Теперь, что мы делаем? Обратите внимание, друзья мои, не настраивайте свет сразу весь. Настраивайте каждый источник света по отдельности. Ищите, как выглядит ваш свет максимально эффективно в данном случае. Вращайте каждый источник света для разных объектов по-разному. Это всегда будет эффективно. Вы всегда можете как-нибудь
Вот так. Далее, да, должен сказать еще дополнительную штуковину. Есть у этих источников света свои собственные названия и, соответственно, обозначения, для чего они служат. Итак, вот это мы с вами выставляем ключевой или рисующий свет. Вот. Это основной источник света, который создает основной светотеневой рисунок и, соответственно, главное освещение объекта. Вот. Далее у нас будет, ну в данном случае вот это более слабый источник света, это компенсирующий свет или заполняющий, вот, который это источник света, который заполняет тени, уравновешивает тени, вот. Обычно это мягкий, рассеянный, весьма слабый свет, и в фотографии, как правило, здесь используется софтбокс, а не яркая направленная вспышка. Вообще вспышка практически всегда в подобной фотографии портит все, ровно как и прямой естественный свет. Вот. Также есть еще один тип света, это так называемый контровой свет. Вот. То есть это свет, который светит сзади, вот, который создает нам, он еще иногда называется контурный, то есть когда он создает контур объекта. Мы можем отключить этот источник света и включить вот это. В результате мы увидим, да, вот что мы создаем. Вот. Это основные источники света, которые мы будем использовать. Окей, но кроме них есть еще некоторые схемы. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. Сейчас я их отключу и буду работать только с одним. Моя задача сейчас просто найти позицию, в которой этот свет будет создавать. Давайте Ctrl-Z, давайте сделаю несколько Ctrl-Z. Я хочу вернуть его в какое-то естественное положение. Ну, например, вот так. Вот. Вот такой свет меня устраивает. И теперь компенсирующий свет я включу, но включу его слабее, где-то на 5. Вот так, чтобы его главная задача вывести из мрака вот эту вот ручку, чтобы здесь также читался материал. Вот. Обратите внимание, что нам не нужно получать тени от этого объекта. Единственная его задача, чтобы просто осветить объект. В принципе, мы можем сделать немножко хитро и дать вот таким вот образом освещение. Так у нас тени будут максимально такими вот интересными. Вот. Окей. Я думаю, что здесь мы можем немножко увеличить значение мультиплеера. Там 40, 50. Ну, давайте попробуем. Опять-таки, мы ищем. Хорошо. Вот. Окей. Уже выглядит хорошо, но для достойной визуализации непосредственно самого объекта нам нужен не только сам объект, но и окружение этого объекта. Здесь я хочу поделиться небольшим кусочком, опять-таки, личного опыта, который я подчеркнул на выставке ИСалон в этом году. Ну и, собственно говоря, небольшое количество тенденций, которые я там увидел. Я обратил внимание на то, что на огромном количестве стендов заполнение соответствовало цвету самих объектов. То есть очень часто бывало такое, что красная или оранжевые стены, оранжевый пол, оранжевые объекты и какой-то там белый декор. И это выглядит, правда, очень стильно и является тенденцией там какого-то, ну, я не могу сказать, что это прям тенденция 2017 года, потому что это было и ранее, но сейчас, в 2017 году, это проявилась очень и очень активно. Поэтому мы с вами можем позволить себе сделать такую хитрость. Я возьму вот этот белый цвет и кликну куда-то вот сюда и возьму такой же немножко синенький какой-то тон, вот как у этого кресла.
Еще раз я найду какое-то более удачное место. Нет, не годится. Надо поярче. Я хочу его сделать чуть-чуть светлее, но при этом, чтобы они коррелировали по тону. Чуть-чуть меньше зеленого, наверное, нужно будет. 16, давайте 18 попробуем. Вот так вот хорошо вроде бы. Можно чуть-чуть десатурейтить. Вот, и вот так будет замечательно, да. Вот. И в сумме вот это уже получается более-менее симпатично. Единственное, что мне не нравится, это угол этой камеры. Я выберу фокусное расстояние и поставлю, ну попробую здесь 120. Вот. Ну и соответственно давайте чуть-чуть его отодвинем назад. Друзья мои, я вижу ваши комментарии и по поводу белого фона, и мы это еще с вами сделаем. Вот. И для там пущей радости, небольшой, нелинейной, я позволю себе выбрать ножки, вот, и немножко их вот так вот повращать. Опять же таки, такие вещи практически постоянно нужно утверждать заказчикам. Можно ли вам будет делать, уместно ли это будет на печати, какая-то подобная штуковина. Ну, вот я в данном случае вижу, что это неуместно, но, может быть, в какой-то другой ситуации это было бы хорошо. Вот. Окей. Вот. Я думаю, что в данный ракурс можно будет даже немножко таргет понизить. Давайте выберем Physical Target. Вот. И вот так вот сфотографируем. Вот так вот композиция, где сверху у нас чуть-чуть больше воздуха, чем снизу. Вот так вот фронтальная композиция выглядит максимально стабильно. Так, давайте я верну назад ровненько, чтобы было. Вот так. Окей, хорошо. Вот. И давайте с вами попробуем еще один источник света. Вот. Так называемый контровой свет. Я для этого отключу вот эти два. И буду смотреть, чего получается. Хорошо. Здесь мощность надо будет увеличить. Ну, давайте попробуем 50, там посмотрим. Вот. И для такого света, я думаю, что мы можем попробовать даже композицию чуть-чуть поменять. Я выберу камеру, куда-то ее подвину вот сюда. Конечно же, как копия. Вот. Здесь мне нужно, пожалуй, будет перезапустить. Не, вот так вот сработало. Окей. Опять фиксируем на этом ракурсе. Ну и, соответственно, выставляем кадр. Вот. Когда вы выставляете трехчетвертной ракурс, имейте в виду, что кроме того, что воздуха должно быть сверху больше, чем снизу, воздуха в сторону взгляда объекта должно быть также больше, чем с обратной стороны. Представьте, что это голова человека, да, и вот здесь вот лицо спереди, здесь затылок сзади, соответственно, в сторону лица должно быть воздуха больше, чем сзади. То есть композиция какая-то вот такая будет выглядеть всегда, ну, немножко хуже. Вот. Я верну композицию назад. Вот так. И здесь мы можем сделать еще одну хитрость. Мы создадим еще один вот такой источник света, но направим мы его не на объект, а за объект. Вот. Чтобы осветить бэкграунд. Будьте внимательны, чтобы свет не попадал на сам объект. Вот так вот. Вот таким образом мы подчеркиваем наш объект, вернее, подчеркиваем антураж вокруг объекта. Ну и, конечно же, в этой схеме мы можем включить заполняющий свет, чтобы показать его с максимально выгодных сторон. Примерно вот таким вот образом. Ровно также мы можем с вами работать. Ну, давайте белый фон выберем. Ну, какой-то не абсолютно белый, а
Ну, вот, например, мы фотографируем объект на белом полотне. Оно будет цветом 180. Вот. Вот примерно вот такая вот затея. Конечно же, от пересветов нам нужно будет отдельно избавляться. Вот. Ну, для этого, соответственно, мы будем корректировать, ну, в данном случае, источник света. Мы его отодвинем куда-нибудь подальше от основной сцены. Можем даже немножко... Да, мы будем делать рендер на прозрачном фоне обязательно, но чуть-чуть позже. TX, давайте отключим вот этот источник света, отключим вот этот. Да, хорошо, здесь давайте помягче сделаем. Это я уже просто корректирую источники света для белого фона. Здесь давайте сделаем 40. Вот. И вот так вот мы видим, что он уже выглядит намного-намного естественней. Ну, для этого ракурса мы можем еще немножко вот так вот схитрить, чтобы фон равномерно засветить за непосредственно этим объектом. Ну, давайте здесь побольше сделаем, например, 100. Вот. Можем даже ему rectangle задать, чтобы он вперед светил вот так вот. В таком случае 100 много. Вот так вот уже намного лучше. Окей. Но, я подчеркиваю, это совершенно не рендер на белом фоне. Это просто схема освещения, когда вам надо получить белый свет. Если вам нужно осветить сам передний план объекта, мы делаем это отдельно. Для себя я вынес тот факт, что каждые элементы нашей фотографии мы будем освещать отдельно и, соответственно, получать совершенно разный от этого эффект. Например, вот этот источник света существует для того, чтобы осветить пространство вот здесь вот спереди. То есть мы моделируем пространство, мы моделируем свет, и в итоге мы получаем вот красивую сбалансированную картинку нашего объекта. Вот. Мне немного не нравится вот этот вот... Во-первых, давайте вот так чуть-чуть подвинем. Окей, потому что тут кусочек выпал. Мне не нравится вот здесь засвет. Надо найти, от какого источника света он получается. Нет, не этот. Я их буду выключать по одному. Вот я вижу, здесь какой-то светит. Угу. Ну, я так понимаю, что основной... засвет вот от этого источника, соответственно, я его отверну отсюда. Вот так вот намного эффектнее. Вот мы смоделировали свет и ракурс для этой камеры. Ну, давайте чуть-чуть вот так вот его подвинем. Обратите внимание, что после того, как мы выставили свет, мы можем экспериментировать с ракурсами. Вот. Нас, предположим, устраивает этот цвет. Единственное, что, скорее всего, ракурс будет, ну, с той же самой стороны. Вот. Я не рекомендую давать какие-то вот такие вот ракурсы. Они, скорее всего, будут, ну, неэффективно показывать сам объект. Снизу их показывать тоже смысла нету, поскольку, ну, если нет такой прямой задачи, например, показать превосходство этого кресла над зрителем, ну, в большинстве своем, если это съемка для каких-то каталогов и так далее, нам придется делать какой-то вот такой вот ракурс, примерно вот такой, или фронтальный. Вот. Ну, фронтальный у нас есть на совершенно другой камере, на вот этой. Вот. Как я уже говорил, ну, скорее всего, этот цвет не подойдет под... эту камеру. Давайте F10 еще раз. Не обновляется здесь затея. Стоп. Еще раз здесь зафиксируем. Здесь Active Shade. Это окно можем закрывать. Ну да, и теперь видим, что этот цвет уже не подходит. То есть у нас был перед этим настроенный свет. Вот. TX.
чего мы еще в данном случае можем сделать? Да, я думаю, что, пожалуй, все. Я думаю, что с подобными схемами мы примерно разобрались, и вы суть поняли. Давайте теперь настроим то же самое для предметного виза на белом фоне, когда мы будем исключать. Давайте еще раз камеру выберу. Вот эту, такой ракурс буду рендерить. И, соответственно, запущу его еще раз. Active Shade. Вот, чуть-чуть откорректирую ракурс. И теперь мне нужно абсолютно белый фон и оставить только тень. Для этого мне нужно создать такой материал. Создаем новый, заходим в материал Editor и создаем материал, который называется V-Ray MTL Wrapper. Можно keep old material as submaterial. Вот. Сразу в него зайдем и сделаем его серым. На самом деле цвет этого материала не несет абсолютно никакого значения. Я имею в виду, если мы выбираем от серого к белому. Если он будет зеленый, то он будет бликовать на сам объект. Это плохо. Вот. Если он будет белым, это хорошо. Если он будет черным, это тоже хорошо. То есть не имеет значения. То есть единственное, что максимально черное значение не надо, просто тень будет резкая. Окей. Выходим вверх. И здесь нам нужно выставить некоторое количество параметров. В первую очередь ставим Made Surface, галочку. Далее ставим Alpha Contribution 0.1. Ставим Shadows и Effect Alpha. Да? Единственный нюанс, с этим материалом не работает V-Ray RT. Вот. Поэтому нам придется его отключить. Вот. Active Shade отключаем, возвращаемся в Production. Вот. Вот, да. Вот теперь все четко. Теперь у нас рендерится тень. Это как раз самая важная затея, что у нас тень находится внутри альфа-канала. То есть все вот это черное на самом деле белое. Вот. Собственно говоря, я даже не знаю, здесь все слова лишние. Я себе позволю поставить вот эту галочку и порендерить немножко картинку вокруг вот здесь вот ножек. Вот. Просто для того, чтобы избавиться от вот этих шумов. Я не хочу рендерить слишком долго, тем более у меня стоит лимит в 1 минуту. Основные материалы объекта уже отрендерены, поэтому... давным-давно отрендерены, видите, уже 700 пасов, а материал был отрендерен еще там на 50 пасах. Вот. Сейчас тень будет шумная, но это не имеет значения. Имеет значение, то есть для того, чтобы избавиться от шума, вам просто нужно эту картинку дольше порендерить. Это понятно. Теперь мы берем сохранение, вот, выбираем Armchair, давайте куда-нибудь вот сюда сохраним, возьмем 001, возьмем PNG и нажмем Save. Следите за тем, чтобы у вас была включена галка Alpha Channel, без этого ничего не получится. Вот. Открываем Photoshop. Открываем эту папку и перетягиваем сюда картинку. И вот что мы видим. Наша картинка с прозрачным фоном. Соответственно, фон мы можем настраивать абсолютно любой. Захотим, возьмем какое-то, не знаю, село. Поставим сюда. Единственное, что нам нужно здесь выставить Levels, соответственно, в гамме 2.2. Вот. Вот сюда. Да. Вот теперь наша картинка абсолютно корректная и такая, как на рендере. Весь цвет, который есть вокруг, у нас белый. Можем оттачить эти слои. Тень мы не рендерили. Вот. То есть рендер мы получили за 1 минуту. Я надеюсь, вы понимаете, что это как бы такой дёртовый формат. Вот, собственно говоря, и все. Как вы понимаете, сюда же мы можем подставить совершенно любую картинку, которая нам нравится, с совершенно любым фоном, цветом, вот красную, например. Сейчас у нас глаза выпадут. Вот, но, тем не менее, все абсолютно идеально. Никакого
никакой там белых зубчиков, никаких прочих затей у нас нету. Мы можем подставлять абсолютно любой фон на наш бэкграунд. Ну, давайте там можем вот такую гифку даже сделать, чтобы наш заказчик веселился всю следующую ночь. Вот. Ну что ж, я думаю, что я рассказал основную тему. Это было действительно довольно-таки коротко. Я надеюсь, что это было весьма емко. Сделал я это в основном для того, чтобы ребята, которые будут смотреть это в записи, могли найти максимально быстро вопрос, вернее, получить ответ на вопрос и не просматривать трехчасовое видео. Собственно говоря, по основной теме сегодняшнего вебинара все. Теперь мы перейдем к вопросам от вас. И я напоминаю, друзья мои, подождите сыпать вопросами. Я напоминаю, что за лучший вопрос я кому-то из вас сегодня подарю бесплатное участие на грядущем курсе профессиональная визуализация интерьера 3.1 в формате Loft. Вот. И вот, собственно говоря, и все. Ах да, ребята, всех, кто, увы, не попадет на, не выиграет эту акцию, я все равно приглашаю на этот курс. И я продлил действие промокода на 2 дня. На ближайшие 2 дня до вечера, вернее, до наступления субботы, до 23:59 будет действовать скидка до $225 на этот курс для вас. Welcome, друзья, это мега курс, 2 недели Pumping Iron, только не с Арнольдом Шварценеггером, а с Render Camp. Если будут вопросы про грядущий курс, я о нем расскажу. Задавайте, пожалуйста, с радостью вам поведаю. Еще раз повторюсь, это промокод, он действует, его нужно ввести на странице курса. Вам нужно зайти на сайт Render Camp. Вот, зайти в раздел визуализации интерьера, вот сюда, это лендинг, который касается этого курса. Вам нужно здесь все внимательно прочитать, узнать, что именно будет на этом курсе, нажать вот здесь вот Ctrl-V, вот, и в результате вы получите вот такую вот скидку и счетчик, который вам напомнит о том, сколько осталось до конца действия этого промокода. Промокод уже действует сейчас. Если вы знаете, что вам это нужно, вы готовы в атаку. Итак, друзья, переходим к вопросам. Я буду с радостью на них отвечать. Текст. Как называется материал для прозрачного фона? V-Ray Wrapper. Вот он называется, V-Ray MTL Wrapper. Текст. V-Ray Properties в графе Made Properties есть такая же настройка, есть разница между ними и способом применения такого формата к фону. Есть разница, и я должен сказать, что Wrapper работает эффективнее. К сожалению, задавая те же самые параметры в V-Ray Properties, того же результата я не добился, к сожалению и на удивление. Мне все равно пришлось применять V-Ray MTL Wrapper. Вот. Поэтому я нашел минимальное количество телодвижений, настроек, которые нужно произвести, чтобы бэкграунд рендерился прозрачным. Вот. Текст. Повторите, please, просто V-Ray MTL, V-Ray Wrapper или наоборот. Смотрите, у нас есть, давайте я сделаю хитро. Давайте я открою Slate Material Editor, чтобы было немножко вам понятней. Вот, возьму этот материал и покажу, что здесь происходит. Вот, это V-Ray Wrapper. Вот. И вот V-Ray MTL. Вот. Мы
не изменяя абсолютно ничего в V-Ray MTL, добавили его во wrapper. Во wrapper мы включили Made Surface, Alpha Contribution -1, включили Shadows и Effect Alpha. Это все, что мы сделали. Ну и применили этот материал к объекту Земли. Все. Окей. Такой вопрос. Если ISO стабильное оставить, F-number понизить, shutter speed повысить, такой же эффект получится, как при F-number повысить, shutter speed понизить, что лучше? Друзья мои, дело в том, что для нас, пока мы не используем Motion Blur и Depth of Field, для нас это не принципиально на самом деле. Но как только мы начнем использовать два эти параметра, Depth of Field и Motion Blur, мы будем получать не совсем естественные эффекты. Мы можем получить слишком размытый фон и бэк, при этом мы получим, например, недосвет. Вот. И будем увеличивать мощность источника света, и, соответственно, мы будем получать некорректные тени. Поэтому, так как ребята из V-Ray старались выставить свет вернее, создать настройки максимально похожие на реальную действительность, я предпочитаю все-таки использовать максимально естественное значение. Пользовался ли я программой Fusion для постобработки рендеров? Если да, что скажешь о ней? Я экспериментировал в программе Fusion, но продолжаю считать, что Photoshop мне комфортнее. Я ровно по этой же причине не пользуюсь Slate Material Editor. Не очень мне удобно с нодами работать. Вот. Ничего я не скажу. То есть, честно, объективно, я делаю пост в Photoshop и все. Вот, то есть, я пробовал в ней работать. Не могу сказать ни плохого, ни хорошего. Просто в ней не работаю. Не мое. Вот. Данил, если у V-Ray есть текстура V-Ray Softbox, есть ли смысл ее вставлять в V-Ray Lite? Да на самом деле для визуализации мебели нет. Есть смысл для визуализации каких-то глянцевых объектов, когда вы в блике будете видеть рисунок этого софтбокса, там каких-то, например, ячеек или точечек, или самого зонта, или еще что-то подобное. Остальное, я думаю, для нашей мебели это будет только увеличивать время рендера. Для каких-то ваза, например, может быть, да. Но опять же, надо экспериментировать. То есть единого готового решения я не думаю, что где-то есть. Сделай, пожалуйста, курс с интерьером с большим количеством источников света, например, бар, ночной клуб. Был ресторан прошлым летом, он сейчас есть, если вас интересует эта штуковина, он есть в доступе в магазине курсов RenderCamp. Вот здесь он, ресторан, вы его можете купить, стоимость его всего лишь $175, это меньше, чем любое участие в любом курсе, исключительно из-за того, что это курс в записи, а не живое участие. Вот. Но хорошо, спасибо за идею, я думаю, что я этим воспользуюсь. Есть у меня идея еще один ресторан запилить, и в другом немножко формате, и на эту тему провести курс. Спасибо, хорошо, я на эту тему подумаю, может быть. Есть ли смысл использовать текстуру маску в лайтах, к примеру, в виде цвета от софтбокса, только что ответил. Можно будет у вас выкроить день из вашей жизни, чтобы походить по Киеву, вы научили правильно делать композицию, выбрать ракурс. Да, друзья мои, я очень серьезно на эту тему думаю. Это у меня был
была идея действительно провести такой день в какой-нибудь выходной и посвятить его тусовке с вами, со всеми желающими, походить с фотоаппаратом, провести какую-то неформальную встречу, пообщаться на тему композиции, визуализации, весьма неформально пообщаться, обменяться опытом, познакомиться вживую. Я думаю, что это будет очень круто. Если у вас появляются такие желания и вы хотели бы приехать, то напишите мне об этом, я с радостью подумаю, проведу. Какое студийное освещение ставить для визуализации стекла? В частности, интересует рендер светопрозрачных конструкций в простонародье ПВХ окна. Надо ли подключать environment для рефлектов? Или вообще как быть в такой ситуации? Я бы в такой ситуации рендерил точно так же предметным визом. Вам даже не понадобится бэкграунд. Вы просто выставляете источники света, само окно и все. Самым важным нюансом в данной ситуации будут блики для вас. Вот. Ну, блики и хорошо настроенный материал самого окна. То есть, если мы возьмем сюда, загрузим окно, оно будет рендериться весьма недурно. То есть, как бы никакой сверхъестественной затеи быть здесь не должно. Вот. Вставлять environment, я тоже не вижу зачем. Для преломления в окне, это не совсем естественно. То есть, если преломление в окне, то тогда нужно вставлять окно в стену. А если окно висит в воздухе, а за ним деревья, это как-то неестественно выглядит, как Гулливер в стране лилипутов. Текст. Вопрос от Евгения. Извините за вопрос, не в тему, как добиться хороших бликов на прямых без фасок и сгибов. Фасад, например, у тумбочки. Хорошие блики на фасаде добавлять рефлект. Вернее, добавлять дерты в рефлект. То есть вы выбираете какой-то объект и вот сюда в рефлект вставляете карту дертов. Самый простой вариант для вас это зайти в материалы и выбрать вот один из вот этих дертов. Вот. Я думаю, что для большинства ситуаций этого будет достаточно, чтобы получить какой-то неоднородный рефлект. Вот. Вы можете, кстати, зайти порассматривать, скачать себе, здесь достаточно большое количество интересного. Это бесплатно, вы можете это сделать прямо сейчас. Вопрос, какие преимущества у V-Ray перед Corona помимо времени рендера? Друзья мои, я стараюсь избегать подобных вопросов и ответов на вопросы, не потому что там каким-то затеям. Просто, что лучше, карандаш или фломастер? То есть это две разных программы, два разных функционала, они работают по-разному и приходят к совершенно разному результату. Вот. Мне нравится больше результат, который создает V-Ray. Мне очень не нравится, на мой взгляд, рендеры в Короне весьма пластмассовые. И несмотря на то, что у них, скажем так, хорошая работа с контрастом в тенях, вот. Вернее, для меня в Корона максимально красивая и эффективная именно контрастом в тенях. Но скажем так, если вы не хотите этот контраст, вы от него тяжело избавляться. Вот. V-Ray это полнофункциональный космический корабль, в котором настроек намного больше, чем вам может быть когда-либо понадобится. Это плацдарм для экспериментов. То есть, простой пример. Результат тот, который в Короне, V-Ray может выдавать. А вот Корона, тот результат, который в V-Ray полнофункционально выдавать не может. В V-Ray мы можем сделать мультик, в V-Ray мы можем снять фильм «Трансформеры», вернее отрендерить. В V-Ray мы можем что угодно сделать. Корона большинство из этих функций нам не предоставит. Вот. Я ничего плохого не хочу сказать. Корона это хорошая штуковина, V-Ray это хорошая штуковина.
Ну, просто это разные штуковины. Вот и все. Вот. Ну, наверное, чтобы не кривить душой, лично мне V-Ray нравится больше, потому что, ну, именно поэтому я и работаю в V-Ray до сих пор. Вот. Там, в войне форумов наподобие «Что лучше, V-Ray или Корона» я не участвую, потому что, ну, если поставить там, мне задачу, например, сделать вот такую вот картинку, взять какую-то фотографию, повторить ее в V-Ray и в Короне, я повторю ее и в V-Ray и в Короне абсолютно одинаково, то есть без разницы. Вот. Да, V-Ray отрендерит быстрее. Вот. Да, Корона не имеет такого количества настроек. Я очень часто слышу, что Корона заранее там преднастроена, и она из-за этого проще. Вот сегодня мы с вами вообще не настраивали ни один параметр внутри настроек V-Ray. Сложно это было? Ну нет, на мой взгляд. Поэтому, ну, говорить о сложности V-Ray, по-моему, не совсем корректно. То есть человек, который говорит, что V-Ray сложен, наверное, он, ну, там, пользовался V-Ray 1.5 последний раз, потому что V-Ray, ровно как и весь другой мир, ровно как и Autodesk, ровно как и Adobe и все остальные ребята, идет к пути упрощения практически всего и усложнять жизнь себе ничем не нужно, скажем так. Но при этом, если вы имеете возможность, знаете, что вам нужно поправить и желаете экспериментировать, V-Ray вам даст эту возможность. Корона вам этой возможности не даст. Вот и все. Вот. Окей, поехали дальше. Как изменится цвет фона, бэкграунд, картинки на рендере? Вот. Ну, просто меняете цвет фона как угодно. Если вам нужен фон, вы просто берете, меняете цвет фона и все. Если вы отрендерили без бэкграунда, то меняете его уже в фотошопе. Вот Ctrl-U я нажал и меняю цвет фона. Вот. При использовании таких крупных источников света не превращаются ли блики на рефлектирующих поверхностях в большие белые пятна? Ну, вам нужно, конечно же, контролировать мощность ваших источников света, ровно как и контролировать мощность софтбокса в реальной жизни. Условно говоря, если вы настроите камеру, ну, как-то там среднестатистически, как мы сегодня взяли, то есть f-number ставим 8, ISO поставим 400 и shutter speed поставим 100, и поставите софтбокс мощностью там, я не знаю, в 100% его мощности и направите в камеру, понятное дело, у вас будет пересвет. Вот, здесь то же самое. Вот, поэтому вам мощность источника света нужно регулировать. Были ли у меня коммерческие заказы по ювелирным изделиям? Получилось ли силами V-Ray сделать вкусную коммерческую визуализацию драгметаллов и камней? Если да, в 2 словах о рабочем процессе. Нет, друзья, я не делал... Я остановлю показ экрана, я так предполагаю, что он больше не нужен. Нет, друзья мои, я не делал ювелирные изделия, но я экспериментировал с драгоценными камнями и пришел к тому, что вопрос остался в анизотропии и в каустике. Вот. Как только я начинал работать с камнем, с этими параметрами, он получал вот это вот красивый разлив цвета, и он начинал быть похож на реальный там бриллиант или еще что-то подобное. Ну, сказать, что я этим занимался когда бы то ни было профессионально, нет, я никогда не делал профессиональный виз ювелирных изделий. Я архитектор и занимаюсь непосредственно визуализацией интерьеров и архитектуры. Иногда я занимаюсь визуализацией мебели. Вот, ну, мебели, там, предметов декора и чего-то около архитектурного. Как сделать хоткей, выводящий из режима под объекта при повторном нажатии 1, 2, 3, 4, 5? Как сделать хоткей, выводящий из режима
Ты знаешь, не готов я ответить. Я уверен, что на эту тему наверняка есть горячая клавиша, но я ее не искал. Я думаю, что ты в курсе, что в 3D Max на все есть горячая клавиша, но как-то вот, не знаю, не ставил себе такой задачи, поэтому сходу ответить не могу. Вот, не искал. Но я думаю, что можно поискать. И если ты напишешь этот вопрос в Render Help, вот, я обязательно этим вопросом, или может быть кто-нибудь из ребят уже задавался вопросом и тебе ответят, или я поищу сам и попробую найти. Если не найду, скажу, что не нашел, или может быть узнаю, что такой функции нет, и напишу об этом. Пока не готов. Где качать готовые модели? Design Connected 3DD. Вот. Ну и весь остальной интернет. Их довольно-таки много. Вопрос. Подскажите, как правильно отобразить зеркало? Если это, например, делаем Made у него есть зеркало. Вот. Я когда делал подобные штуковины, я зеркало добавлял уже на этапе постобработки. То есть, условно говоря, у меня есть какой-то объем, вот, ну, например, вот такую затею я сделал. Где-то у меня есть там зеркало, оно нарисованное уже на рендере, вот, не имеет сейчас значения. Я перевожу его в Editable, вернее, не в Rasterize Layer, Ctrl-T, ну, как-то создаю перспективную форму, которая у него есть, ну, например, вот такое, к примеру, да. Вот, делаю, давайте вот так вот зайдем, сделаем градиент, выберем какой-то от черного к белому, вот, ну, не совсем от черного, конечно, какой-то от одного серого к другому серому, вот, в сторону света, вот, и с определенным мультиплеером накладываю на исходный объект, вот. Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот, давайте Rasterize Layer Style, вот, и с каким-то мультиплеером вот так вот накладываю, чтобы он был прозрачным, но при этом давал мне вот такой вот градиент на зеркале. Как правило, для предметного виза этого достаточно. Один раз я экспериментировал, я напротив зеркала поставил себя, сфотографировал в зеркале и во фронтальном виде сделал такой же ракурс с фотоаппаратом и, ну, соответственно, фотографом. Ну, понятное дело, в продакшн это не пошло, я работал ручками. Ну, просто мы с заказчиком повеселились, понятное дело, что никуда это не пошло. Вот. Так, друзья, я вижу, что вы задавали вопросы. Так, Данил, я сейчас выборочно повыхватываю некоторые из них, у нас уже заканчивается время, но тем не менее я постараюсь поответить. Все рендеры GPU? Нет, конечно же, я в основным рендером пользуюсь CPU, а GPU пока я экспериментирую. GPU, вот сейчас только вышел первый V-Ray 3.5, ну вернее как вышел, 2 марта он вышел, в котором появился более-менее человеческий GPU. Вот. С этого момента вот начинаем его внедрять в работу и впоследствии будем внедряться в продакшн. V-Ray сложный, наверное, для тех, кому лень уделить день-два и посидеть, поизучать настройки, что за что отвечает, и нужно было бы сделать и с V-Ray, и с короной просто пока визуализаторы будут пользоваться пресетами и тем уж более чужими. Дело в том, что нет, я не совсем согласен. На данном этапе развития ровно что V-Ray, такие другие визуализаторы, причем не только корона, и там и F-Storm разные, и прочие визуализаторы, рендер-программы тяготеют к невероятно простым настройкам. То есть там настроек всего ничего. Вы настраиваете, вы работаете скорее со светом. Вот. А вот как раз свет будет для вас станет краеугольным камнем. У меня очень часто спрашивают, к чему придет профессия визуализатора через там какие-то несколько лет.
Куда она денется, не упразднится ли она? Нет, друзья мои, она не упразднится, ровно как и другие профессии. Эта профессия появилась, и она будет расширяться, и она, скорее всего, если там раньше были там визуализатор, который и визел, и делал настройки, материалы, и шейдинг делал, и текстуры, и маппинги, и все сам, то она будет просто разделяться на разные составляющие. Вот даже сейчас у нас уже в студии есть разделение между ребятами, которые больше моделят, между ребятами, которые настраивают рендер и так далее. Вот. И впоследствии с упрощением работы визуализатора, просто сам по себе визуализатор станет человеком, ну, условно говоря, как снабженец, который будет собирать какую-то уже готовую сцену. Вот. И работа этого человека будет заключаться уже не столько в настройке, то есть он будет не широко копать данную тему, а будет изучать, например, там, какой-то фотореализм, или наоборот, создавать более графически интересные, какие-то художественно интересные работы. То есть он, скорее всего, будет заниматься больше фотографией, рисунком и так далее. Вот. В итоге это будет, я думаю, что выводить всю отрасль на более высокий уровень. Когда нужно отрендерить и ставить что-то в фото, лучше это сделать в сфере или использовать HDRI. Это был один заказ, такой запарился с отражением, ставил фото во view. Когда нужно отрендерить нечто и вставить фото, лучше это сделать в сфере. Что-то не очень понимаю про в сфере. Вы имеете в виду какой-то бокс, внутри которого это будет рендериться? Не очень понимаю вопроса, честно сказать. Друзья зовут осваивать Unreal. Что думаешь о перспективе его использования? С какой целью? Если вы собираетесь заниматься играми или анимацией, да, это стоит. Если вы хотите заниматься интерьерной визуализацией, ну, я бы не стал. Вот. Смысла нету, рендерится очень долго. Вот. Ну, то есть коммерческая визуализация, вот то, чем занимаюсь я, тяготеет к достаточно к простой затее. То есть вы ставите, выполняете проект за день. Ну, условно говоря, вот мы делали проект, мы сделали за 2 дня моделинг, за вечер отстроили весь рендер-свет, сделали тестовые рендеры, утром откорректировали, на следующую ночь поставили. То есть 3 дня, то есть 2 дня работы и 2 ночи работы компьютера. Вот, коммерческий рендер. То есть рендерить неделю, весь интерьер, весь свет, каждый пиксель, а потом выставлять 10 ракурсов, я думаю, что это не очень релевантно. Вот, поэтому мы пользуемся обычными рендерами, V-Ray в данном случае. С запеканием карт нормалей дружит кто? Помощь нужна. Это отдельная немножко тема. Если будет какой-то конкретный вопрос, опять же, welcome to Render Help. TX. Как создать атмосферность на рендере картинки, например, эффект морозного утра или влажность? Есть несколько эффектов, когда вы нажмете 8 на клавиатуре в фреймбуфере, вернее в 3D Max, у вас там будет V-Ray Environment Fog, по-моему, называется так эффект. Вот с ним вам нужно работать. Либо с V-Ray Volume Light. Volume Light — это когда источник света светит и на его пути появляется какой-то туманчик. Environment Fog — это когда вот дымка, знаете, от земли поднимается. Вот такой вот эффект. Вот. А глобально, если кто-то из вас подписан на мой Инстаграм, я туда недавно выложил одну большую работу по экстерьеру, которую мы выполнили, и там читается такая дымка. Мы ее делали через обыкновенный Zedept канал, уже в фотошопе на этапе постобработки. Варианты снег в Максе, это отдельная тема, я когда-нибудь ее подниму, но отдельно. Вообще это работа с displacement картой по V-Ray Displacement моду. В идеале было бы так.
Как сделать эффект перехода фотографии объекта в карандашный рисунок? Опять же, я думаю, что это работа V-Ray, не столько 3D Max. В 3D Max есть эффекты, но это не очень эффектно. Так, друзья мои, я так предполагаю, что вопросы закончились вот, по теме предметной визуализации, и поэтому будем на сегодня завершаться. Я еще раз приглашаю вас на курс интерьерной визуализации. Вот вам промокод. Напомню, что по этому промокоду у вас есть возможность до 23:59 в пятницу присоединиться к нашему потоку за $225. Welcome. Не затягивайте с этим вопросом, потому что тему подобного курса, вряд ли я буду повторять скоро. Да, напомню, что в этот курс также войдет такая штуковина, как работа над дизайном. Первый и пока единственный раз я буду об этом рассказывать и, соответственно, показывать именно способы создания дизайна, как заниматься компоновкой, наполнением, подбором мебели, почему такая, где брать вдохновение, где брать опыт, откуда черпать идеи и так далее. Именно этому будет, этому также будет посвящен этот курс. Ровно как и высокой детализации моделей при моделинге. Вообще курс посвящен абсолютно всему, и мы будем заниматься всем, чем обычный визуализатор, дизайнер в студии занимается по проекту от первого дня поступления проекта до финальной постобработки. Моделинг, шейдинг, лайт, постпродакшн и все сопутствующие вопросы будут подняты на курсе. Также для тех, кто еще не был на этом курсе, я должен поведать, что очень важной, большой важной частью нашего курса является такой раздел, который называется продленка. Это дополнительное занятие, которое я провожу после каждого основного занятия. Оно не лимитировано по времени, и я отвечаю на все ваши вопросы, показываю, как делать те или иные вещи по абсолютно любой теме, связанной с 3D, по крайней мере, с работой с визуализацией интерьеров. Вот, чему и будет посвящен наш курс. Вот. Делаю это специально для того, что я прекрасно понимаю, что не все темы, которые поднимаются нами ежедневно в реальной работе, войдут в курс, поэтому кое-что у вас появляются вопросы, и я на них отвечаю именно на этом занятии. Это действительно очень важная затея и самая крутая затея. Спасибо, пожалуйста, друзья мои. Welcome, буду рад вас всех видеть и добро пожаловать. Итак, я говорил, что будет розыгрыш, и сегодня так сложилось, что мне понравился больше всего вопрос, не совсем напрямую связанный с визуализацией. Мне понравился вопрос о проведении живого мероприятия. Я думаю, что это действительно классная тема, это весьма нелинейный вопрос. Меня очень порадовало, что он был поднят, и первый вопрос, человек, который его поднял, был товарищ с ником Сергей. Вот, собственно говоря, этому человеку я и подарю участие в этом курсе. Что вам делать? Вам нужно написать мне в личку, и я уже объясню наш набор дальнейших действий по добавлению вас на курс. Поздравляем, аплодисменты. И, пожалуй, на этом все, друзья. Спасибо вам большое за внимание. Я думаю, что этот курс, я думаю, что сегодняшний мастер-класс станет почетным местом, и у него будет большое количество просмотров, и он действительно будет полезен ребятам в интернете, которые не попали в живое вещание. Вот. Запись будет, запись я выложу уже сегодня
вечером или завтра днем, наверное, завтра днем, о чем и напишу сообщение всем в общую рассылку. Итак, друзья, спасибо большое. Поздравляем товарища с ником Сергей. Вот. Пускай он мне напишет. Пока в чате он не ответил, я надеюсь, что он об этом узнает и обязательно мне как-то об этом сообщит. Если вы знаете, кто это, скажите ему, чтобы он мне написал. Окей. Спасибо большое всем за внимание. Добавляйтесь на курс. Приходите в следующую среду. Будет также открытый вебинар. Об этом я дам извещение в ближайшие дни. И проведем еще один открытый мастер-класс на замечательную тему. Спасибо всем за внимание. Чао, какао. Пока.